Всем привет! Если ты это смотришь, скорее всего, ты продолжаешь смотреть подкасты каждую пятницу. Сегодня я хотел бы поговорить о VPN-нише. Давайте немножечко о фактах. 1,5 миллиарда пользователей VPN пользуются VPN. То есть 1,5 миллиарда пользователей интернет-трафика пользуются VPN ежедневно. 22,9% глобально. Рост до 24 тысяч процентов. Примеры по странам: Иран, Франция, США. Пользуются в основном поколение Z, миллениалы, мужчины и женщины. В основном трафик идет от стран СНГ плюс Китай, потому что у них стоит блокировка, то есть внутренняя блокировка на большинство сервисов. Чтобы вы понимали, даже если вы находитесь в Китае и хотите, и покупаете смартфон, к примеру, iPhone или Android, без разницы, вы купили смартфон, у вас по умолчанию даже нет Гугла, то есть у вас Google даже заблокирован. Там есть встроенный свой браузер, то есть и все буквально свое. Поэтому основные, так скажем, целевые аудитории это Индия, Индонезия, СНГ плюс Китай. Основные. Плюс идет сюда Бразилия с огромным трафиком. Главные игроки, по сути, на рынке это NordVPN, Surfshark, ExpressVPN, Proton и Mullvad. Давайте начнем с того, что почему на VPN нише сейчас находится полный хаос. К примеру, если вы зайдете в App Store или в Google Play, ведете VPN, там будут сотни просто VPN, буквально сотни, а то и тысячи VPN, разных абсолютно. И большинство из них это бесплатные VPN, где ты просто скачал, нажал и зашел там на условный Pornhub или там куда тебе нужно, чтобы воспользоваться контентом. Хаос состоит в том, что огромное количество продукта находится на рынке. То есть огромное количество VPN. И это по причине того, что в основном тут идут арбитражники плюс малый бизнес. Арбитражники как делают? Они берут условный готовый VPN с коробки. То есть они либо скачивают с GitHub готовый продукт, то есть это WireGuard конфиг, основной фактор, либо OpenVPN конфиг, и предоставляют вам в приложении. То есть вы нажимаете на кнопку там тыкнуть, подключиться к VPN, подключается WireGuard конфиг, передается, соответственно, данные от сервака, куда вы подключаетесь, условно Сингапур. Бам, вы находитесь там условно в Сингапуре, хотя вы там, к примеру, в Китае, и вы можете пользоваться любым сервисом, будь то, который заблокирован в вашей стране. В чем состоит хаос? В основном заливают VPN, это по сути просто обычные арбитражники. Кто такие арбитражники? Арбитражники это люди, которые не хотят делать качественные продукты. Они не хотят, они не умеют даже продукты делать. По сути, это обычные маркетологи. Маркетологи, которые переливают трафик. В основном это казино, дейтинг-приложения по типу Тиндеров там и так далее, так далее. И, соответственно, VPN-ниша. Они берут открытые коробочные изделия WireGuard. WireGuard, если что, объясню, это по сути конфигурация. То есть, к примеру, у вас есть сервер в Сингапуре. Да, если вы этот сервер будете передавать сразу напрямую человеку, вы подключаетесь там условно с iPhone, если вы этот сервер сразу передаете просто на iPhone, то ваш VPN, скорее всего, будет блокироваться. То есть, во-первых, есть функция DPI, глубокий трафик, который отслеживает, и он будет смотреть, что по факту вы находитесь там в Китае, а не в Сингапуре, к примеру, да. Во-вторых, это полностью небезопасно, ты передаешь ключи, передаешь все полностью сразу приложению. И для этого нужны какие-то конфигурации, то есть безопасность. Для безопасности используется в основном 4 протокола. Это WireGuard, это стандартный новый конфиг, OpenVPN, старый конфиг, у которой практически безопасность на нуле, Double VPN и обфускация. То есть давайте определимся. Сначала идет это OpenVPN как самый худший, потом идет WireGuard, потом идет Double VPN, потом идет Double VPN плюс обфускация.
То есть, если у вас стоит Double VPN плюс обфускацию, то вас практически, никто не отследит. Почему? Потому что вот у вас находится сервер условно в Сингапуре, вы находитесь в Китае, да, то есть просто прямым линейным подключением подключиться нельзя, иначе вас просто спалят. Для этого есть Double VPN плюс обфускация. Double VPN у вас условно вот тут не забываем, получается у нас получается Сингапур, тут у нас Китай, а тут у нас идет второй сервер, а тут третий сервер. То есть у нас получается подключается клиент, у нас подключается к второму серверу, а сервер с Сингапура у нас подключается к третьему серверу. И у нас двойное шифрование идет, получается. И у нас трафик никак не может отследиться. Даже если один туннель у нас, получается, провалился, его спалили, то у нас второй туннель никто не спалит, соответственно. Получается, у нас идет полное шифрование. Плюс идет обфускация. Обфускация — это, по сути, есть такая функция DPI, глубокий трафик. То есть отслеживание глубокого трафика. Откуда чел подключается, какой его IP, какой его сервис и так далее, так далее, так далее. То есть и DPI, функция DPI, отследит даже Double VPN. Есть такой в любом случае процент, что у вас спалится айпишник. Но обфускация помогает, получается, защитить максимально трафик, и таким образом никто не сможет отследить, откуда вы зашли. Это то же самое, как на примере. У нас есть А, Б, С. А знает, то есть А — это условный наш IP-адрес. А, Б, С, В даже. А у нас это получается наш IP-адрес. Четвертое — это наш сервак. А у нас подключается к Б, то есть Б у нас сервер знает, откуда у нас идет подключение. А откуда у нас идет сервер, сам Сингапур, да, у нас подключается к этому. И то есть у нас каждый туннель знает только о следующем туннеле. И никто не знает точную полную информацию. Это практически то же самое, как Store. То есть у вас условно IP-адрес знает, куда вы подключаетесь, но адрес не знает, откуда вы подключаетесь. В общем, примерно такая конфигурация. Что делают в основном арбитражники? Арбитражники берут готовую коробочное решение WireGuard Config. То есть это практически, не самая лучшая, так скажем, защита. И они берут бесплатный, то есть они даже не создают своего. Они не с нуля создают этот продукт, а создают, получается, буквально копируют с GitHub или покупают чужое бесплатное просто. Быстро делают VPN за один день и все. Человек условный, обычный человек находится, к примеру, там в России, да, у него не работает Instagram, у него не работает YouTube, у него ничего не работает, ему просто нужно подключиться, но при этом он не хочет платить за VPN, да, то есть стандартная ситуация для обычного человека. Он берет, скачивает VPN с Play Market, он бесплатный, естественно. Только человек, получается, платит не деньгами, а трафиком. У вас сливаются персональные данные с вашего телефона полностью. Полностью ваши персональные данные с телефона сливаются. Плюс ваш трафик перехватывается и направляется куда надо. Ваш трафик продается. То есть и таким способом у вас на рекламе, на перепродаже трафика, на персональных данных люди зарабатывают. Арбитражники так зарабатывают. И, соответственно, безопасности никакой нет. То есть толком безопасности прям как таковой нет абсолютно совсем. И VPN-ниша полностью состоит из вот таких VPN-ов, которые просто перепродают ваш трафик, перепродают ваши персональные данные, сливают ваш IP, откуда вы находитесь. Я понимаю, что для обычного пользователя в целом наплевать, да? Но для пользователей, которые хотят анонимности какой-то, защиты какой-то, чтобы, допустим, к примеру, вы пришли в Starbucks, там, в кофе попить, к бесплатному Wi-Fi подключаться это небезопасно. Если вы подключитесь к бесплатному Wi-Fi, то ваши данные, там, логин плюс пароль от каких-либо социальных сетей, плюс ваши данные, плюс можно карты, плюс вообще вот можно буквально взять, условно прийти в Starbucks,
написать бэкэнд на Гошке о том, что у вас ваши данные будут перехватываться. Чел подключается к Wi-Fi, и все его данные просто переходят условно ко мне. И я могу узнать его карты, узнать его платежки, и все это просто перепродавать. Даже если у него там осталась какая-то там фотография его паспорта, я даже его паспортные данные потом продам. А чел всего этого не понимает, да? То есть, и для этого, если вы находитесь в каком-то Starbucks или в каком-то кофе, не подключайтесь никогда к бесплатным Wi-Fi, потому что все, что бесплатно, это на вид бесплатно, а по факту, скорее всего, внутри на вас зарабатывают на персональных данных, на каких-то картах, на каких-то паспортных данных, на еще на чем-то, на рекламе. То есть бесплатно в этой жизни, к сожалению, ничего не бывает. То есть и человек вот таким образом просто попадается в ловушку. Соответственно, очень много людей, которые нужна конфиденциальность. Кто-то, допустим, хочет просто, чтобы за ним не отследили. То есть есть журналисты, к примеру, да, им нужен точное, полностью стопроцентное решение, чтобы их не отследили. У них есть такие же, допустим, какие-то там источники, да, которые предоставляют какую-то конфиденциальную информацию о разных там каких-то глобальных там новостях. И им нужна конфиденциальность. То есть они не могут просто вот взять вот так вот и спокойно перемещаться по миру. И нету какого-то абсолютно хорошего, конвенциального, безопасного VPN. То есть, как я перечислил, и на рынке есть Mullvad. То есть, самый, по сути, анонимный считается это Mullvad. И то у Mullvad, по сути, оплата стоит через Coinbase. Coinbase – это криптовалюта, централизованная сеть криптовалют. И через нее точно так же, получается, можно отследить оплату, можно отследить, с какого региона человек оплатил, где он оплатил и так далее. У Mullvad нету Double VPN абсолютно, то есть у них нет какой-то защищенности. У них просто обычный WireGuard плюс OpenVPN, соответственно, то есть конфиги. Плюс тестов никаких нету, то есть это просто вот из разряда вы зашли в VPN, там регистрации как таковой нету, никто не собирает ваши данные, и оплатили анонимно. Все кажется анонимным, но на деле, то есть если заглянуть в глубину, там нет ничего анонимного. То есть полностью анонимного сервиса там нет. Абсолютно. То есть из всех конкурентов по анонимности это единственное только, наверное, Mullvad. Потом идут такие как NordVPN, Proton, Surfshark, Express. У них более-менее как бы VPN нормальный, но у них нет анонимного точно так же. То есть Double VPN ни у кого вообще нет. Максимум это WireGuard плюс OpenVPN. Также хотелось подчеркнуть, что к 2027 году обещают выручку с VPN. То есть на 2024 год у нас по официальным данным 44 миллиарда долларов выручка с VPN ниша. К 2027 году обещают 80 миллиардов долларов с VPN. И при том, что большинство VPN это просто максимально убогие, сделанные из разряда, вот как я описал, с арбитражниками. Быстро сделать бабки тут и сейчас, то есть и не создать какой-то качественный продукт. То есть и качественного продукта как такового на рынке, то есть нету. Просто бери, заходи и реально, то есть создавай. Что мы сделали? Мы сейчас в последние полгода создаем максимальный анонимный сервис. То есть у нас, получается, не будет какой-то таковой регистрации. То есть человек регистрируется, ему не нужно вводить имейл, ему не нужно вводить какие-то данные, там просто рандомные какие-то данные просто для регистрации. У нас будет Double VPN, будет обфускация, будет WireGuard, будет OpenVPN. Мы предоставляем интеграцию с Tor даже. То есть мы предоставляем интеграцию с Tor для полной анонимности, если вы прям параноик. Если вы прям вот полный параноик за безопасность, мы предоставляем интеграцию с Tor. Также мы предоставляем интеграцию Kill Switch и плюс море других
фичей. Соответственно, у нас точно так же, то есть бэкэнд полностью покрыт тестами. У нас покрытие тестов на бэкэнде 70%. Плюс у нас есть админ-панель, плюс у нас есть логирование ошибок. То есть, если у нас у каких-то пользователей, то есть вы скачали наше VPN-приложение, да, и у вас произошла какая-то ошибка. Вы можете даже не сообщать буквально об ошибке в поддержку, потому что мы эту ошибку увидим у себя на стороне. То есть это полностью абсолютно качественный продукт. Также мы в будущем планируем наш бэкэнд-систему полностью предоставить в open source, чтобы люди, которые заинтересовали наш продукт, смогли дорабатывать наш продукт, смотреть, то есть что мы вообще, мы полностью делаем, то есть систему no logs, не будет никаких данных. Мы также будем обновлять постоянно манифест, обновлять данные, что мы не предоставляли, никто не запрашивал у нас данные от каких спецслужб. То есть, если какие-то спецслужбы даже запросят наши данные, мы, к сожалению, то есть не сможем предоставить никаких данных, потому что мы не логируем никаких данных, то есть мы не логируем вообще ничего. То есть будет полностью анонимный VPN. Вот если вы переживаете о вашей безопасности, это вот как раз тот самый продукт. Мы предоставим 3, скорее всего, подписки. То есть первая подписка это просто базовая, условно, OpenVPN конфиг, то есть старый конфиг, который предоставляет максимальную, то есть минимальную защиту. Минимальную защиту, практически никаких фичей там не будет, никаких обходов DPI, и все это будет стоить $3 буквально. И более чуть дороже подписка будет стоить $6. Мы предоставим WireGuard плюс OpenVPN плюс обход DPI плюс, скорее всего, kill switch или еще некоторых фичей. И третья подписка будет стоить около $9. Там будут все 6 наших фичей, которых я описал по ссылке в описании на моем сайте. И все, буквально, то есть за $9 вы получаете Double VPN плюс обфускацию, плюс интеграцию с Tor, то есть если вы журналист, к примеру, то есть и переживаете за безопасность, за конфиденциальность, то есть данный продукт по третьей подписке будет полностью безопасным. Вы сможете выбирать, какие приложения будут проходить через VPN, какие приложения не будут проходить через VPN. То есть полностью анонимную безопасность. Также мы в будущем планируем сделать аудит системы. То есть пока мы сделаем, скорее всего, внутренний аудит безопасности, в будущем, если этот продукт будет развиваться, мы планируем взять сторонних аудиторов, чтобы они провели аудит по нашей безопасности. Мы также будем все данные выкладывать в интернет, чтобы полностью сформировать некое доверие, что все, что мы говорим, это правда, а не какой-то вымысел. Также мы предоставляем, получается, White Label VPN, также по ссылке в описании, если вам интересно и вы хотите сделать свой VPN, коробочное решение, только это будет не какой-то условно перепродажа с трафика, да, там просто какой-то левый небезопасный VPN, а реально качественный продукт мы сможем вам предоставить. Также по ссылке в описании на моем сайте. Примерно вот так, то есть и VPN-ниша будет полностью развиваться, то есть, как я и сказал, к 2027 году собирается выручка в 2 раза. С 40 миллиардов до 80 миллиардов долларов. И, скорее всего, будут интернет-пользователи еще больше станут, потому что СНГ сейчас полностью блокирует все сайты, плюс Китай блокирует все сайты. В Китае вообще давным-давно это внутренняя защита, то есть плюс Индия очень много сервисов заблокировала. Соответственно, VPN-ниша будет полностью развиваться. Также хочу подчеркнуть свой внутренний плюс своего VPN и почему вы можете доверять. Просто потому что я открытый человек, то есть я медийная личность, вы можете загуглить мое имя, вы можете посмотреть мои подкасты, вы можете посмотреть подкасты. Я даже рассказывал о своей внутренней проблеме про эпилепсию, то есть я открываю свои даже какие-то внутренние проблемы, то есть и рассказываю о них. То есть я полностью открытая личность. В зависимости от того,
кто такие Мулват. Ну вот кто такие Мулват? Весь их код полностью, то есть под их интеграцией. Вы не можете полностью удостовериться, анонимно это не анонимно. То есть, но Nord какой-нибудь VPN или Surfshark, то есть это полные какие-то компании, где уже все раскуплено. А тут получается полностью, то есть открытая личность, плюс полностью открытый open source продукт, плюс качественный реально сделанный продукт. И мне кажется, это заслуживает доверия, некое заслуживает доверия. И, соответственно, все будет интегрироваться под моей фамилией. То есть все мои продукты, включая клуб, медийность, VPN и остальные продукты, все под моей фамилией Кирилл Березнев. То есть, и мне кажется, это заслуживает доверия. Если было все понятно по VPN-нише и почему это очень востребованная ниша в 2025 году, ставь лайк, пиши комментарий, задавай вопросы. Если что-то тебе не понравилось, ставь дизлайк и пиши, что не понравилось. Может быть, я разговаривал слишком быстро или что-то не раскрыл не так. Я буду очень рад, если ты напишешь комментарии. Так я пойму, где мне стоит улучшиться в моих подкастах. Спасибо большое за просмотр. С вами был Кирилл Березнев. До следующей пятницы.